Возможно ли найти беспроводные наушники-вкладыши с Bluetooth модулем версии 5.1, собственной адекватной программой, зарядником от Type-C, приятным матовым кейсом, возможностью управления громкостью звука с наушников, сенсором приближения и анимацией с любым андроидом? Возможно. О таких сегодня и поговорим. Но заранее микрофон лучше в Apple AirPods, звучание из вкладышей лучше в Vivo TVS, чтобы не было кривотолков. Я отзываюсь хорошо о девайсах не только когда они лучшие в чем-то, но и когда их цена и качество являются настолько сбалансированными, что в любой момент вы сможете продать их за ту же цену, что и купили на Али, если не покоцаете. 600-й на Тьюбе, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, читайте описание, чтобы участвовать в розыгрышах. 5 Mi Band 5 серии 30 числа каждого месяца разыгрываются на канале рандомно, стримы сохраняются. Отзывы получивших ВКонтакте. А сегодня я расскажу вам о Xiaomi-шных беспроводных наушниках-вкладышах ультра-эконом-класса Xiaomi QCY T8. Это, наверное, уже 15-я пара этого бренда, которую я купил. И это первая их попытка сделать бюджетные вкладыши, а не гибриды. За что уважаю этот бренд, они никогда не стараются прыгнуть выше головы. Делают ставку не на коробку, которая здесь, как всегда, очень простая. На внешней упаковке основные характеристики: открывается как коробок спичек верхняя часть, внутри картоновая коробочка, максимально простая. Что приятно, вообще без посторонних запахов. Открыли, достали и сразу радость. Белый матовый пластик бокса лично меня безумно радует. Но обо всем по порядку. Внутри инструкция на китайском и английском языке. Наконец, ничего не нужно переводить Google Translate. Бокс для зарядки, пара наушников и кабель для зарядки Type-C. И вы не ослышались, да, здесь зарядка Type-C, что очень приятно для эконома. Бокс. Никакого особого суперкачества, конечно же, нет. Но пластик матовый, бокс довольно большой, размеры 47 мм на 24 и на 54 мм. Люфта у крышки нет. При небольшой тряске уши из бокса не вылетают, но противно болтаются от тряски внутри. Если тряхнуть сильно, конечно же, вылетят. Без ушей вес бокса всего 32 грамма. Есть одна физическая кнопка для первого сопряжения и диод индикации. Одной рукой уши достаются без проблем. Соединительные швы видны вблизи отчетливо, от чего, я думаю, со временем туда забьется грязь и бокс потеряет товарный вид. Тактильно матовый пластик очень приятный. Точно не на эту цену. Выглядит хорошо, емкость бокса 350 мАч, на 4 перезарядки наушников хватает. Но там с хитрецой, сейчас узнаете, о чем я. С ним нельзя использовать быструю зарядку. Заряжать можно при 2 амперах и 5 вольтах. Принимает, соответственно, максимум он 10 Вт. Заряжается до 100% за 2 часа. Оставшийся заряд кейса можно посмотреть в программе или анимации, что крайне удобно. Наушники. В них есть сенсоры приближения, но работают они не со всеми девайсами, не во всех программах. Пауза при изъятии наушника работает во всех плеерах, а вот последующее воспроизведение не везде. В Тьюбе, кстати, работало без проблем. Очень неудобно расположен сенсор для управления в ножке. С одной стороны нет ложных нажатий, с другой привыкать необходимо очень долго. По форме они крайне похожи на AirPods и Huawei FreeBuds 3, но более пузатые. Весит каждый наушник по 4 грамма. Внутри 13-мм динамический драйвер. По звучанию могут быть проблемы с андроидом ниже 9 версии. Ловит неприлично далеко, все-таки Bluetooth версии 5.1. Через две стены ловят свободно, с аппаратами с хорошим Bluetooth. Кодек только SBC, но, как многие правильно замечают у меня в комментариях, этот кодек тоже может выдавать очень приличное звучание. Все зависит от его типа, который используют наушники. Напоминаю, что здесь Bluetooth Cosmos версии 5.1, которую очень редко встретишь даже в дорогих наушниках. Для андроида желательно скачать программу. Там вы сможете обновить прошивку вашего девайса, плюс она создаст анимацию при подключении ваших наушников к любому телефону. Раньше в программу было тяжело войти. Я в прошлые 2 раза с наушниками QCY долго и упорно мучился, чтобы зайти в нее. Сейчас у меня получилось зарегистрироваться без проблем, как и зайти в эту программу, притом она сразу встала на английском языке. Очень приличный эквалайзер в ней на борту и есть возможность изменения тапов. Плей-пауза, изменение громкости, перелистывание треков, вызов голосового помощника и отклонение с ответом на вызов. Есть, получается, в принципе все. Автономность на 50% громкости, которой вам хватит, у меня составила 3 часа 40 минут. По одному наушники работают без проблем, главного наушника здесь нет. Защита от влаги скромная, IPX4 только у наушников, у бокса, конечно же, ее нет. Но хорошо, что хоть какая-то есть. Наушники очень быстро переключаются от одного к другому, если укладывать их
поочередно в бокс. Наушники глянцевые, сенсор в середине ножки, и помимо анимации, конечно же, в шторке вы можете увидеть оставшийся заряд у ушей. Заметной задержки на моих девайсах не было. Тестировал я на Pixel 4, Huawei P40 Pro, OnePlus 7T Pro и iPhone 11 Pro Max. Вот пример в играх и YouTube. Они, кстати, рекомендованы производителям конкретно для PUBG, в которые я постоянно играю. Вот пример. Шумоподавления беспроводной зарядки, функция мультиподключения у наушников нет. Микрофоны по мне печальные. Но вы, как всегда, можете со мной не согласиться, хотя я думаю, не в этот раз. В принципе, для этого я и добавляю пример их работы, чтобы вы могли оценить сами, насколько они хорошие или плохие. Пример работы микрофонов наушников Xiaomi QCY T8. Улица, рядом проезжают машины, буквально в 4 метрах от меня проехала сейчас девятка. Ветер очень слабый, шумодава заявленного здесь нет, так что, по идее, вы должны слышать все. Но, возможно, производитель просто забыл про него, так же, как и про функцию изменения громкости, которую он потом добавил в программе. Вот сейчас проехала еще одна машина. Так что, насколько хорошо или плохо, опять же, судить вам. Мои наблюдения не очень хорошие микрофоны. Тест микрофонов Xiaomi QCY T8 в помещении. В помещении практически абсолютная тишина. Работает компьютер. Возможно, немного слышно, как играют люди за окном. Примерно так вас будут слышать ваши собеседники в абсолютно пустом помещении с безумно высокими потолками в 3,5 метра. Так что так, оценивать вам. Звук слегка глухой и немного пустой. Мне хватает объема, но с эквалайзером нужно извращаться по полной, чтобы получить то, что ты хочешь от конкретного жанра. Хуже всего, конечно, электроника и рок. Попса еще пойдет. Сложно оценивать лоукост после топов, вот честно вам скажу. Но ушки однозначно играют лучше, чем они стоят. С iOS-системами по мне играют они еще лучше, но опять же, к 11 Pro Max покупать Xiaomi – то еще извращение. Последние несколько затычек, которые я покупал у QCY, мне не зашли. Эти ушки же меня более чем порадовали. Кстати, на которые не зашли, я обзоры не делал. Они у меня до сих пор лежат. Может быть, как-нибудь их вместе соберу и расскажу, что мне не понравилось у Кьюшек. А обычно этот бренд меня очень сильно радует. Цена наушников по ссылке в описании к видео около $19. Отзывов на момент издания видео пока не было. Купивших было уже море. Из последних затычек, что были на канале, напоминаю, что сегодня я рассказывал вам о вкладышах беспроводных. До $15 из затычек понравились Redmi AirDots 2, ссылка на обзор которых в правом верхнем углу. Резюмирую, советую. Если вы играете в игры, если слушаете простую ритмичную музыку и вам нужны первые вкладыши, чтобы попробовать, которые значительно с медицинской точки зрения лучше, чем те же затычки. Больше функционала с достойным звуком в категории беспроводные вкладыши до $20 однозначно нет. Из дешевых на руках есть еще у меня Redmi AirDots S, Oppo W31 Lite и Hello GT 1 XR. Из дорогих море всего. Самые печальные Google Pixel 2 за космос-цену. Напишите, делать ли заведомо хейтерский обзор на эти топовые в некоторых моментах наушники, я говорю про Google. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, и вы автоматом в розыгрыше 5 фитнес-браслетов Mi Band 5 30 числа каждого месяца. Отзывы получивших подарки по ссылке в описании к видео ВКонтакте. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!